Привет, меня зовут Лена. Я готовлю ПП-десерты без сахара. Сегодня я покажу вам, как приготовить очень простой в приготовлении и при этом необычайно вкусный воздушный тортик. Между мягкими коржами расположился нежный сливочный мусс с шоколадной крошкой. Этот десерт понравится даже тем, кто не на ПП. Для коржей нам понадобится 2 яйца. Если у вас стационарный миксер или хороший ручной миксер, то можно взбивать яйца целиком. Если же у вас простой ручной миксер, то будет проще разделить яйца на белки и желтки и взбивать только белки, а желтки добавить в самом конце. К яйцам добавляем пол-грамма ксантановой камеди. Это натуральный ингредиент, к которому я рекомендую присмотреться всем, кто готовит ПП-десерты. Он сделает взбитые яйца стабильными. Расход у камеди, как видите, минимальный. Если у вас нет ксантановой камеди, то нужно добавить объемный подсластитель, например, сироп без сахара, мед или пудру эритрита не менее 50 грамм. А с камедью я добавляю свой подсластитель. Начинаем взбивать на средней скорости, потом переключаем на высокую. Также нам понадобится 40 грамм муки. Я использую 30 грамм муки зеленой гречки и 10 грамм миндальной муки. Но можно выбрать и другие цельнозерновые или ореховые виды муки. В каждом случае результат будет немного разный. Добавляем пол чайной ложки разрыхлителя. Очень удобно сразу соединять сухие ингредиенты в сите. В этом случае перемешивать их отдельно не нужно. Когда за венчиком остается заметный след, даже видны вот такие полости при взбивании, значит, яйца уже готовы. Для надежности можно повзбивать еще минуту. И останавливаем взбивание. Всыпаем сухие ингредиенты порциями через сито. И вмешиваем их аккуратными движениями лопатки. Вымешиваем тесто до однородности. И добавляем 20 грамм кипятка. Также аккуратно перемешиваем. Получилось вот такое пышное, мягкое тесто. Я буду выпекать в квадратной форме со стороной 16 см. Такое тесто можно выпекать в форме без дна, просто поставив ее на коврик для выпечки или пекарскую бумагу. Перекладываем тесто в форму, выравниваем и отправляем выпекаться в разогретую до 160 градусов Цельсия духовку на 15 минут. Готовность коржа проверяем деревянной шпажкой, она должна выйти сухой. Когда корж остынет, снимаем его с коврика и прорезаем ножом вдоль бортика, чтобы вынуть корж. Разрезаем его на 2 тонких коржа. Для этого сначала намечаем линию надреза с каждой стороны, разделяя визуально корж на 2 равные части. А потом прорезаем ножом все глубже и глубже. Получаются очень мягкие воздушные коржи. Для крема нам понадобится 60 грамм горького шоколада без сахара. Натираем его на крупной терке. Можно и на мелкой, если хотите, чтобы крошка распределилась более равномерно по крему. Для воздушного крема нам понадобится 220 грамм сливок жирностью не менее 30%. Добавляем 250 грамм рикотты. Предварительно слейте с нее лишнюю жидкость, если она была. Эти ингредиенты для крема должны быть холодными, только из холодильника. Добавляем 1 чайную ложку натурального экстракта ванили и подсластитель. Тщательно перемешиваем все ингредиенты блендером до однородности. Получается вот такой гладкий крем. Чтобы он стал воздушным, взбиваем его с помощью насадки венчик.
таким небольшим количеством справится даже простой ручной миксер. Взбиваем до того момента, когда крем становится матовым, воздушным и устойчивым. И сразу прекращаем взбивание. Вот такой мягкий и воздушный он должен быть. Откладываем небольшую часть крема для верхнего слоя, примерно 120 грамм. Его храним пока в холодильнике. А к основной части крема добавляем шоколадную стружку. Перемешиваем лопаткой. Собирать торт я буду в той же квадратной форме. Внутрь выкладываю ацетатную ленту для удобства извлечения. На дно кладу корж. Пропитываем корж для максимальной нежности. Примерно 35 грамм пропитки. У меня это подслащенное молоко. Выкладываем весь крем с шоколадной крошкой. Разравниваем его поверхность. Сверху выкладываем второй корж, слегка прижимаем. Также пропитываем. Выкладываем крем без стружки. Разравниваем. Посыпаем оставшейся стружкой. И отправляем в холодильник настаиваться как минимум на 3 часа, а лучше на ночь. Когда торт настоялся, снимаем с него форму, ацетатную ленту и можно наслаждаться. Давайте его разрежем. Очень простой в приготовлении и при этом необычайно вкусный воздушный тортик. Между мягкими коржами расположился нежный сливочный мусс с шоколадной крошкой. Очень воздушный и очень вкусный. Все вместе это как волшебное мороженое с шоколадной крошкой, только еще более нежное и тающее во рту. То самое ощущение, когда после сливочной сладости вы чувствуете, как во рту начинает таять шоколад, и это очень вкусно. Спасибо за лайк, готовьте с удовольствием, готовьте красиво и радуйте своих родных и близких полезными десертами. Пока!